Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать различную китайскую и вьетнамскую еду. Купил я ее в магазине азиатской кухни. Особенно интересными мне показались тысячелетние яйца и так называемый царский доширак. В этом пакетике находится медуза. Я вообще даже и не знал, что медуз, оказывается, еще и едят. Но, по ходу дела, китайцы едят все, что не приколочено. На русском языке совершенно никакой информации здесь нет. Думал, что внутри еще будет какой-то пакетик, но оказалось, что вот эта медуза, она просто вот так вот лежит. Медуза с приправами, стоимость 210 рублей. Внешне чем-то эта медуза похожа на каких-то сплющенных червяков. Пахнет чем-то непонятным, но запах не очень приятный. Внутри было еще два пакетика, в одном соус, а в другом приправы. Структура сама у этой медузы хрустящая, а по вкусу чем-то она напоминает соленые огурцы. Больше всего во вкусе ощущается соль. Теперь добавим соус, который был в комплекте. Засыпаем сухие приправы. Перемешиваем. По крайней мере, появился какой-то такой более-менее понятный вкус, но даже и после добавления приправ, эта медуза мне все равно как-то, в общем, особо не зашла. Наверное, на любителя надо быть азиатом, чтобы вот это вот все любить. Лично мне эта медуза совершенно не понравилась. В этой, я бы так сказал, немаленькой упаковке находится саморазогревающийся суп. Внутри упаковки мы видим огромное количество пакетиков. Самогреющийся обед с говядиной в томатном бульоне 415 грамм, стоимость 880 рублей. В этом пакетике находится лапша. Кладем лапшу в беленькую миску. В этом пакетике оказались чипсы. Они идут для того, чтобы пока суп греется, можно было просто перекусить. В этом пакетике находятся палочки, салфетка и ложка. Так как палочки короткие, то к ним идут удлинители. Можно надеть удлинитель, и палочка стала уже длиннее. Посмотрим, что находится в этом пакете. Здесь оказались целиковые куски мяса. В этом пакетике оказалась картошка, она уже вареная, кукуруза, морковка и это, наверное, какие-то макаронные изделия. А также еще что-то типа водорослей, не знаю точно, что это такое. Это оказались не макароны, а тоже какой-то овощ. И все эти овощи маринованные. А в этом пакетике соус. Миска с суповой основой наполнена. И теперь заливаем все это дело прохладной водой. Написано, что 300 мл воды нужно налить. Немножечко перемешаем суповую основу с водой. Теперь нам понадобится белый пакетик. И здесь написано, что его ни в коем случае нельзя есть. Вынимаем беленький пакет из упаковки. Кладем пакетик с реагентом на дно большой миски. Заливаем все это дело холодной водой. Вылить нужно 300 мл воды. Залили водой, ждем 30 секунд. Теперь должна пойти реакция выделения тепла. Кстати, хорошо слышно, как пакет стал вздуваться. Надеюсь, он не взорвется. О, жесть какая, смотрите, творится. Накроем крышкой, чтобы не выходило лишнее тепло. Прошло уже несколько минут, но реакция кипения так и не прекращается. Такое ощущение, что там внутри уже вода кипит, потому что очень-очень горячо. Чувствуется прямо как жар идет от этой пластиковой мисочки. Надеюсь, она выдержит такую температуру и не расплавится. Итого химическая реакция шла практически 15 минут. За это время, думаю, можно было бы даже и сварить суп, а не только разогреть. Мешочек с реагентом на дне большой миски очень сильно вздулся, и вся вода практически выкипела. Ну и вот эта вот лапша, ее еще называют царский доширак. Потому что на самом деле стоимость для доширака это очень и очень много. Попробовал, и действительно очень качественное мясо. Оно хорошо сварено, мягонькое такое. А вот картошка оказалась недоваренной. Она имеет небольшую хрустинку. Это, конечно, не очень хорошо. Лапша хорошо разварилась и стала очень мягкой. Эта штука чем-то напоминает редьку дайкон. От варки она очень хорошо разбухла и сейчас хрустит прям как свежая. Бульончик получился вкусным, но в целом этот суп очень острый. А так, конечно же, более интересен здесь даже не сам суп, а сама процедура его приготовления. В этой баночке находятся маринованные ростки и корешки лотоса. Это растение считается даже мистическим и целебным. Лотоса корешки кисло-сладкие, стоимость 275 рублей. Сверху мы видим ситечко, которое служит нам для того, чтобы слить рассол. Ситечко можно убрать. Ну и вот сами эти корешки. В разрезе эти ростки смотрятся очень необычно, похожи на какие-то макаронные изделия. Пахнут они в основном уксусом. Попробовал эти корешки. Мне, если честно, этот вкус не понравился. И даже вот особо что-то такого кисло-сладкого я здесь не почувствовал. Сладости практически вообще никакой нету. Больше чувствуется именно что-то такое уксусно-маринованное. Если они на самом деле уж очень такие целебные, то еще можно как-то их покушать. А скажем так, ради вкуса, то в них совершенно ничего вкусного нету.
В этой упаковке находятся так называемые тысячелетние яйца. Но если мы перевернем упаковку и посмотрим на дату изготовления, то мы увидим, что им, конечно же, не 1000 лет. Никакой информации на русском языке здесь нету, все написано на китайском. Внутри находится 6 утиных яиц. По размеру, кстати, яйца не крупные. Никакого определенного запаха сама скорлупа не имеет. Эти яйца называют не только тысячелетние, но еще столетние, то есть кому как нравится. И стоимость 6 штук 590 рублей. Скорлупа, кстати, не особо твердая. Скорлупа отлично отделяется от белка, но белок, как мы видим, здесь не белого, а черного цвета. Ну и теперь, я думаю, понятно, почему это яйцо называют столетним или тысячелетним, потому что оно выглядит совершенно несъедобным, и такое ощущение, что оно пролежало 1000 лет и уже испортилось. Когда я почистил яйцо, от него уже пошел запах, и он напоминает нашатырный спирт. Ну что ж, давайте разрежем и посмотрим, что же будет внутри. Как мы видим, и белок стал черным, и желток тоже уже не желтый, он какой-то супер темный, темно-темно-зеленый. Не сказал бы, что от этого яйца идет какой-то слишком уж сильный запах. Чувствуется запах аммиака, только лишь когда вот очень близко к носу поднесешь, тогда чувствуешь, что оно пахнет как-то не очень приятно. Я смотрел уже, как кто-то пробовал эти яйца, и прям реакция была вообще жуткая. Но вот, по крайней мере, вот это яйцо не такое уж и противное. Белок по вкусу напоминает самый обыкновенный белок, только лишь у него структура более жесткая. И желток тоже по вкусу чем-то напоминает обычный желток. Никакого особенно неприятного привкуса здесь не присутствует. В общем, по вкусовым качествам оно не такое плохое, как на внешний вид. Теперь попробуем картофельную лапшу с сычуаньским соусом. На обратной стороне, опять-таки, же все в основном по-китайски написано, поэтому особо ничего даже не поймешь, что здесь присутствует в составе. Внутри оказалось 2 пакета с лапшой и еще огромное количество пакетов с различными соусами. И в этих 2 пакетиках, скорее всего, что какие-то бобы. Стоимость картофельной лапши 235 рублей. По своей структуре эта лапша и вроде как бы и не сухая, но и с другой стороны и не вареная. Чем-то она напоминает пластик. По инструкции ее еще нужно 5 минут поварить. Залил эту лапшу стаканом воды, довел до кипения и поварил 5 минут. Заливаем соевый соус. А здесь, по всей видимости, какой-то острый соус. Хорошо все перемешиваем. И теперь это еще нужно будет все потушить 3 минуты на медленном огне. Вот эти бобы, они очень сильно сухие, и за 3 минуты они, конечно же, бы не разварились, поэтому они так сухими и остались. В целом, это блюдо получилось супер-мега острым. Даже вот вкус картофельной лапши особо не ощущается. Чувствуется, что она имеет некую структуру, немножечко похожа она и на обычную лапшу, только что она такая толстенькая, и поэтому жуется как-то вот, ну типа жвачки какой-то. Но так, по сути дела, ничего особенного здесь нету, можно сварить обычных макарон, будет ничуть не хуже. Теперь давайте попробуем сыр тофу. Тофу — это сыр, который делается из сои. Тофу свежий 450 грамм, стоимость 110 рублей. По запаху этот сыр пахнет чем-то кисленьким. Режется он очень хорошо. Он гораздо мягче, чем обычный твердый сыр. В общем, полностью разочаровался в этом сыре, ничего вкусного в нем нету. Он и стоит гораздо дешевле, чем обычный твердый сыр. И по вкусу это что-то вообще такое непонятное. По сути дела, он какого-то ярко выраженного вкуса не имеет. Он и не соленый, и не кислый, и не сладкий. В общем, вкус непонятный. В этой упаковке находится суп фо с говядиной. Нигде нету совершенно никакой информации на русском языке, поэтому придется переводить, как правильно его готовить. Суп фо с говядиной 125 грамм, стоимость 125 рублей. Внутри оказался один большой пакет и 2 пакетика поменьше, а также еще очень много рисовой лапши. Засыпаем содержимое одного пакетика. В этом пакетике содержится острый соус. В самом большом пакетике содержится говядина, говяжий бульон. Это что-то типа тушенки, и тушенки здесь вполне нормальное количество. Наливаем 400 мл кипятка, накрываем крышкой и оставляем на 3 минуты. 3 минуты прошло, суп заварился, попробовал бульончик, и вкус очень приятный. Мясо оказалось очень вкусное, лапша за 3 минуты хорошо заварилась, стала мягкая. Этот суп по вкусу мне понравился. В этой упаковке находится так называемая стеклянная лапша. Почему она стеклянная, я точно не знаю. Надеюсь, она сделана без применения стекла. Хорошо, что здесь есть информация на русском языке. Эта лапша состоит на 86% из кукурузного крахмала. Стеклянная лапша 500 грамм, стоимость 150 рублей. Варится эта лапша очень быстро, всего лишь 2-3 минуты. Пахнет она не особо приятно. Не знаю, почему она стеклянная. По сути дела, она не прозрачного, а белого цвета. Чувствуется, что эта лапша очень эластичная, прямо как какой-то жгут. Пахнет она крахмалом, и по вкусу тоже ничего особенного. Обычная лапша, которая сделана из твердых сортов пшеничной муки, по вкусу гораздо приятнее. В этой упаковочке находится рисовое печенье. Хотя на внешний вид мне кажется, что это какие-то больше рисовые хлебцы. Стоимость рисового печенья 190 рублей.
Внутри еще оказался один пакетик, это влагопоглотитель. Внешне это печенье чем-то напоминает безе. Чувствуется, что оно очень легкое и воздушное. Ну и внутри мы видим, что структура его пористая. Печенье это по вкусу на рисовые хлебцы не похоже. Снаружи это печенье покрыто капельками сахарного сиропа, который застыл. Но единственное, как мне кажется, только что это печенье, оно совершенно не сытное, потому что здесь очень много воздуха. Ну а так кушать его приятно. Друзья, какую еду мне еще продегустировать? Пишите в комментариях. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!